Чем отличается дизайн проекта от других проектов при ремонте жилья? Вариации самих дизайн-проектов, их отличительные особенности и многое-многое другое. Поговорим об этом подробно. Меня зовут Икрам, все самое важное и интересное. Итак, начнем. Проектирование при ремонте жилья является неотъемлемым элементом эффективного взаимодействия заказчика и подрядчика, поэтому данный процесс является стартовым при подготовке к выполнению работ и при этом весьма сложным и трудоемким, что обусловлено многообразием проектных решений. В области ремонта и отделки жилья дизайн-проектам отводится ключевая роль. При этом, рассматривая их в качестве альтернативы, необходимо иметь отчетливое представление об отличиях данных проектов от прочих проектных разработок. Для начала важно упомянуть о вариациях осуществления ремонтных работ с дизайн-проектом, а также о многообразии этих проектов, обратив внимание на их отличительные особенности. Комплексный подход при создании проектов проявляется в совместной работе следующих специалистов. Это дизайнер, архитектор и декоратор. Далеко не всегда заказчику требуется обращаться к услугам всех перечисленных лиц. Здесь состав специалиста зависит от того, каков желаемый результат для вас. Это декоративные преобразования в интерьере, либо архитектурные ремонтно-отделочные работы, в ходе которых предусматривается перепланировка помещений. При подготовке к выполнению ремонтных работ необходимо определить, какой именно вариант проекта требуется заказчику, поэтому будет уместно упомянуть о способах разработки самого дизайн-проекта. Например, комплексный вариант, охватывающий архитектуру, дизайн и декор жилья. Капитальный вариант, в рамках которого акцент делается на архитектуре помещения. И дизайнерский вариант, ориентированный на интерьер и декорирование. Таким образом, содержание дизайн-проектирования достаточно вариативно и является гибким, что безусловно положительным образом влияет на удовлетворение пожеланий заказчика. Необходимо обратиться к характеристике отличительных особенностей дизайн-проекта в сравнении с типовыми проектными решениями при ремонте жилья. В ситуации с типовыми проектами речь идет о заблаговременно разработанном и универсальном варианте ремонта и отделки жилья, а индивидуальность в данном случае находит свое проявление посредством предметов интерьера и декора. В свою очередь, дизайн-проект создается с опорой на пожелания заказчика. В отличие от типового варианта, в дизайн-проект включается разработка индивидуальной 3D-модели, декорирование, вариации приобретаемой мебели и так далее. Важное отличие проявляется в сроках реализации, поскольку типовой проект является заранее готовым, в то время как дизайн-проект необходимо подождать после того, как было заключено соглашение. Здесь речь может идти о нескольких неделях. Возможность самовыражения является ключевой отличительной характеристикой дизайн-проекта. В рамках типового проекта предусматривается применение одинаковых материалов для ремонта и отделки нескольких квартир. Также задействуются типовые материалы при отделке пола, стен, потолка, одинаковые двери, а также сантехника. В свою очередь дизайн-проекты предоставляют возможность выражения индивидуальности. Если заказчик ориентирует себя на оригинальное жилье, отвечающее всем его вкусам и потребностям, то выбор в пользу дизайнерских проектных решений становится естественно очевидным. Наконец, еще одна отличительная характеристика напрямую связана с возможностями прогноза бюджета. Если речь идет о ремонте по типовому проекту, то рассчитать данный бюджет намного проще, поскольку отсутствуют дополнительные переменные. А при использовании дизайн-проектов таких переменных может быть множество. Таким образом, из сравнения типовых проектов и дизайнерских проектных решений вытекает ряд преимуществ и недостатков, которые свойственны обоим вариантам. Большое количество отличительных особенностей обнаруживается при сравнении дизайн-проекта с эскизным проектом. В случае с эскизными проектами речь идет о глобальных объемно-планировочных решениях. И эти проекты предназначены, как правило, для получения разрешительных документов. В итоге, если бы заказчик ориентировался только на эскизный проект, то он столкнулся бы с множеством рисков, например, необоснованное перерасходование материалов для ремонта и завышение объемов ремонтных работ, в том числе другие риски.
В сравнении с эскизным, дизайн-проект содержит детальные расчеты, а также замеры в помещениях для определения количества материалов для ремонта и организации слаженной работы специалистов. Таким образом, в дизайн-проекте фиксируется гораздо более подробная информация, которая дает исчерпывающее представление о том, какие именно материалы необходимо задействовать и как оформить дизайн жилья с учетом разных деталей и нюансов. Уместным является сравнение дизайн-проектов с инженерными проектными решениями, касающимися, например, отопления, канализации, вентиляции и электрооборудования. Главное, что ряд работ представляется возможным осуществить лишь при оформлении специальных разрешений, что выходит за рамки дизайн-проекта. Здесь инженерные проекты используются в практике подрядчиков, специализирующихся на монтаже, но в большинстве случаев при планировании ремонта жилья нет необходимости в проведении сложных расчетов в отношении инженерных сетей. Как правило, расчеты ограничиваются подбором оборудования по объемно-планировочным параметрам и формированием спецификаций комплектующих. Весьма значимым является сравнение дизайн-проекта с проектом по перепланировке, что в отличие от дизайнерских проектных решений представляет собой особый юридически значимый документ. В рамках перепланировки проектная документация разрабатывается на базе учетных документов Бюро технической инвентаризации, в которых представлена первоначальная планировка с учетом действующих регламентов, а также прочей нормативной документации, которой требуется уделить особое внимание. Итак, перед началом ремонтных работ требуется определиться, что вы ожидаете получить в итоге. И если подходить к выбору проекта поспешно, то жилье может оказаться некомфортным для проживающих. Еще до начала ремонта важно наметить, где будет стоять мебель, в каких местах расположены розетки и выключатели, какого цвета будут стены, где хранить вещи и так далее. Здесь дизайн-проект, в отличие от прочих, позволяет учесть эти нюансы. При этом базовой целью, которая стоит перед дизайнером, является создание для заказчика комфортной, функциональной жилой среды, соответствующей его эстетическим запросам. Более того, грамотные специалисты при создании дизайн-проекта учитывают требования современного уклада жизни. Именно поэтому сегодня дизайнерские проектные решения являются столь востребованными в рассматриваемой сфере. В любом случае решение по всем этим и другим вопросам принимать только вам, и чтобы не ошибиться, обязательно держите в поле зрения правую сторону вопроса. На этом у меня все. До новых встреч!